Привет! Меня зовут Надя, и это мой канал «Надя путешествовать». Добро пожаловать! Здесь влоги из путешествий и о жизни в Саудовской Аравии. Буду рада приветственному лайку и приятного просмотра. Сегодня я хочу снять влог такого обычного, необычного дня. Город Джидда, Саудовская Аравия. Если вдруг я не написала эту информацию нигде. Я специально выбрала день, когда у нас есть какие-то дела в городе, потому что большую часть времени я провожу в компаунде. А сегодня такой активный день, по городу будем ездить по делам. Не сказать, что прям много дел, но все же они есть. Мы поедем в банк, потом заедем в кафе, потом я хочу посмотреть сувениры в торговом центре. В общем, потом еще схожу в зал, наверное. Посмотрим. Каждый раз, когда мы ездим по городу, у нас что-нибудь идет не по плану. Поэтому все, что я сейчас сказала, это вообще не факт, что будет так. Я надеюсь, будет интересно, как для меня этот день, так и для вас. Смотрите этот влог. Съездили мы в банк, и, естественно, нас отправили в другой. По-другому и быть не могло. Что-то у них там не работает, сказали, у нас не работает, едьте вот в этот. Мы поехали вот в этот. Просто, как я так и знала. Мы сейчас едем, и я просто к ним уже привыкла. Сейчас расскажу, к чему. Поэтому я уже их не замечаю. Но я думаю, вам будет интересно. Здесь по всему городу раскиданы вообще в рандомных местах всякие скульптуры, либо как их еще назвать? Скульптуры. Я сейчас покажу их. Они вообще очень разные, какие-то разного типа, но очень любопытно, интересные. Такие они причудливых форм из разных материалов. Сейчас покажу. По пути сейчас не очень много, а по всему городу они буквально везде украшают дорогу. Это, я полагаю, что-то связанное с космосом. Циркуль, например. Это совсем непонятно, но очень интересно. И мой любимый велосипед, фото из интернета, так как мы мимо не ехали, но очень хотелось вам его показать. Мы уже съездили в торговый центр. Почти ничего не нашли из того, что нужно было. Все очень жарко, настроение от этого очень такое вялое, ничего не хочется, а вроде бы напланировали, уже едем. Сейчас заехали в кафе, съедим десерт и поедем дальше. Надеюсь, со второй попытки в банке получится сделать то, что нам нужно. Выглядит аппетитно. Так, я могу так сделать? Мне кажется, что да. Да, супер. Класс. Я хотела рассказать, что здесь ведется такой ночной образ жизни. И я не про какие-то там вечеринки и пати, я про то, что здесь очень жарко, и люди начинают как-то выходить из дома, где-то встречаться, выходить в торговые центры, гулять только после того, как солнце сядет. Становится, в принципе, посвежей. Сейчас лето, сейчас не становится особо посвежей, но среди года примерно такая система, что как только начинает темнеть, сразу люди начинают выходить из дома. Можно там в час ночи встать в пробку, можно там в 2 часа ночи увидеть, как дети играют на площадке. Дети, которые, знаете, еще в школу не ходят, которым не надо рано вставать, потому что школа здесь начинается, как обычно, как везде, утром, там, наверное, 8-9 утра. Но прям малыши играют там среди ночи на площадках. Такая система. Мы приехали в банк, я решила не заходить, посижу здесь в машине, пообщаюсь с вами. Что-то я хотела рассказать. Что вам рассказать? Если у вас есть какие-то вопросы про Саудовскую Аравию, кстати, задавайте их в комментариях. И я с удовольствием на них отвечу либо в комментариях также, либо, если будет много вопросов, то я просто отдельное видео запишу. Раз уж я все равно сижу, сделаю распаковку своих покупок. Сувениры, в общем, я всегда с собой привожу и при случае дарю друзьям, родственникам. Просто магнитик с надписью «Саудовская Аравия». Стоит 23 сар, это примерно $6,5, либо, 550 рублей российских. Такой магнитик. Сами решайте, дорого это или нет, но мне кажется, это дорого. Ладно. Такой брелок. 22 сар, примерно то же самое. Плюс-минус, 530 рублей и 6 ровно долларов примерно. Такой брелок с надписью «Саудовская Аравия». И такой же, тоже по такой же цене. Больше ничего показать не могу, потому что
все-таки я знаю следующее, кому я это буду дарить, и, не хочу палиться. Вот. Потому что я знаю, что эти люди будут смотреть это видео. Вот. Еще у меня тут случилось круглое число подписчиков. 100. Не 1000, просто 100. И я решила сделать себе подарок. Я долго думала, что я хочу, и купила маленький пылесос. Я люблю убираться в машине, то есть я одна из тех, кто вот в жару в 40 градусов выходит и моет машину сама, внутри все сама мою. В общем, мне просто это очень нравится делать. Включаю какой-нибудь подкаст в наушниках и мою машину. Вот, и мне нужен был пылесос. Вот такой вот я купила. 250 САР, в рублях 5800, где-то вот так. А в долларах 65, наверное. $66, где-то так. Ну, это пылесос, то есть все равно это как бы такая вещь. Я хочу его для машины использовать, и дома иногда что-то нужно небольшое пропылесосить. Вот такая вот я практичная девчонка. Подарила себе пылесос. Вот. Не знаю, мы зашли в магазин со всякими интересными штуками. И я думаю, так, что-то хочется мне себя порадовать. Что хочется. И вот нашла пылесос, решила его взять. Вот. Так, все, что я хотела сказать. Сейчас едем по городу, и я понимаю, насколько у нас зеленый компаунд. То есть прям в одном месте сосредоточено много деревьев, и как-то наполовину забываешь, что ты живешь в пустыне. Вот. А по городу есть зелень, но ее крайне мало. Вот еще хотела сказать, я очень люблю гулять. И для меня именно пешеходные улицы, пешеходные зоны очень важны в любом населенном пункте. И у нас в городе этих зон нет. То есть, если ты хочешь куда-то дойти пешком, даже если, допустим, это зима и погода плюс-минус позволяет, то это невозможно сделать, потому что здесь нет дорог. То есть, если ты без машины, тебе нужно вызывать такси, чтобы куда-то попасть. Вот, есть какие-то автобусы, но я ими никогда не пользовалась. Получается, город просто усыпан именно дорогами. То есть все здесь передвигаются на машинах. Вот, и в связи с этим я считаю, что самое удачное, где здесь хорошо жить, это в компаундах. Если ты живешь в квартире, и то есть ты выходишь из дома, и все, и ты никуда практически не можешь дойти пешком. То есть тебе в любом случае нужна машина. До любого супермаркета, до спортзала, хоть куда, до любого кафе. Но если это не прям в твоем доме, то тебе 100% понадобится машина. Вот, а в компаунде у нас все внутри находится. Пусть там ограниченное количество, но все же выбор есть. Сейчас едем, и я понимаю, что мы проезжаем наш компаунд. Я спрашиваю у мужа, куда мы едем? Он такой, сюрприз. Я такая, интересненько. А мы едем забирать химчистку. Вот такие сюрпризы нынче. Очень интересно, очень приятно, так неожиданно. Вообще, меня переполняют эмоции. Жду. У меня муж пилот. И ему хочется, чтобы форма была прям с иголочки. В химчистках. Окей. Они закрыты. Мы выяснили, почему закрыто. Потому что они закрылись на время молитвы. То есть это абсолютно здесь нормально. 5 раз в день молитва. Они заранее закрываются, потом позже открываются. В общем, можно просто целый час из рабочего времени, если это время молитвы. Ну реально, посмотрите, какой у нас зеленый компаунд. Ну просто красота. И справедливости ради, не везде все сейчас закрывается на молитву. Уже несколько лет, как отменили этот закон, и теперь это выбор компании либо работника, делать перерыв в это время или нет. Что, мы уже вернулись в компаунд, я переоделась и сейчас поеду в зал. Позанималась, побегала, размялась. В общем, я сегодня прям большая молодец. Все, что зависело от меня, все мои планы я сделала. Вот, в общем, я рада. Я собой довольна. Вот, я хотела рассказать. Сейчас очень мало людей. Допустим, вот в компаунде, в том же самом,
просто приходишь там в зал, там 3 человека занимаются, приходишь на бассейн, там 4 человека лежит, потому что сейчас очень жарко становится, сейчас начало июля, а в августе будет очень жарко, и люди по возможности уезжают отсюда в более холодные места, страны, вот, поэтому и компаунд немного опустевает. Там, если какие-то мероприятия проходят там среди года часто, то сейчас их практически не проходит, да там, можно сказать, вообще не проходит. Если какие-то там групповые занятия для детей, для взрослых, знаете, какой-нибудь пилатес, спорт, то тоже ничего не проходит, потому что все разъехались. Вот такой вот факт интересный. И чисто такие сейчас едешь по компаунду, обычно, ну, там какие-то машины, люди ходят, то есть сейчас едешь, чисто машины стоят и ждут своих хозяев, когда они вернутся из более холодных стран. Сейчас надо в аптеку съездить, кстати. Что еще надо сделать? Что еще? Магазин. Магазин и в аптеку сейчас заеду. Пришла чисто за яйцами. Не стала брать корзину. И теперь что я делаю? Кое-как все в руках несу. Может, курицу еще взять? Я вернулась домой. Сейчас у нас будет чемпионат по дартсу с мужем. Кто проиграет, тот будет готовить ужин. Держите за меня кулачки. Но я как бы уверена в своих силах. Планирую, что буду делать, пока будет готовиться ужин. Вышла тут прогуляться. Решила сад полить. Ну а что еще делать, пока муж готовит? Выиграла в дартс. Отдыхаю. Мы часто играем. И иногда на что-то, типа кто моет посуду, либо кто готовит, кто едет в магазин. Иногда на деньги. Он мне, кстати, уже торчит немалую сумму, пока не отдает. Сколько он мне должен уже? Это 1000 сар. Это примерно 25 000 рублей. Я хорошо играю в дартс. Ну, тут как бы, ну, что скрывать? Тут нечего скрывать. Я хорошо играю в дартс. И, да, 25 000 рублей, а в долларах это типа 260-270 долларов. Вот сейчас буду сад поливать. Потом пойду на ужин. День подошел к концу, так же, как мой влог сегодняшний. Я сейчас буду укладываться спать. Перед этим выпью немножечко успокаивающего чаю. Почитаю журнал перед сном еще, арабский Esquire. Он на английском и арабском языках. Кстати, арабское письмо, если вы не знаете, идет справа налево. Мы привыкли, я не знаю, как вы привыкли, но я привыкла, что книга открывается вот так, то есть справа налево страничка переворачивается, то арабская книга, вот и в данном случае журнал, открывается слева направо. И так как этот журнал наполовину на арабском языке, и так как мы в арабской стране, Esquire тоже по таким же образом открывается. Вот. Я вот иногда по вечерам читаю. Не сказать, что каждый вечер, но частенько. Вот у меня даже закладочка есть. Подчеркиваю незнакомые слова. Сейчас я вам, кстати, покажу, но вы незнакомые слова не подглядываете. Ну ладно, можете подглядывать, в принципе, без разницы. Сейчас словится фокус. Так, вот там на арабском и на английском. Надеюсь, было видно. Да, сейчас почитаю журнал и буду ложиться спать. Спасибо вам за просмотр, что досмотрели до конца. Не забывайте подписаться на канал. Я считаю, искал золото, а нашел бриллиант. Я готовила эту шутку. Ладно, я так не считаю, но вы все равно подписывайтесь. Вот. Ну и до скорых встреч.